спасибо за возможность принять участие в форуме. Спасибо команде Правотек.ру. Мы вдвоем сейчас представим небольшой кейс в отношении автоматизации борьбы с контрафактом. Это в основном будет интернет. Почему? Потому что довольно тема актуальная. Начнем, наверное, с презентации компании. Немного о компании Джамилька. Компания Джамилька начинала как дистрибутор Levi's, Chame, De Beers, Burberry, Sonia Kelly, Aldo, Yves Saint Laurent и других брендов. Основных наш бизнес заключается в том, что мы сначала бренд берем, развиваем его, в том числе в интернете в первую очередь, в офлайне. Дальше мы отдаем бренд обратно либо правообладателю, либо продолжаем его развивать. Сейчас очень актуальна тема с работой в интернете, с продажами в интернете. У нас 6 интернет-магазинов из 13 брендов. И сейчас продажи в офлайне сильно упали, а в интернете, наоборот, они выросли. И в связи с этим мы подумали с коллегой из бренд-монитора, Юрий Вапилов, что было бы актуально сказать именно про то, как мы работаем с нашими конкурентами, которые реализуют товары серого импорта и товары, нарушающие права на товарные знаки. Ну, презентация будет построена следующим образом. Мы подготовили ее вдвоем. Начну я с общих положений и закончу также. То есть сначала мы поговорим о том, с чего начиналось, какие были цели, и закончу я тем же, достигнуты были эти цели или нет, и насколько они были достигнуты, насколько все это реально, насколько прибыльно, стоит этим вообще заниматься. А Юрий озвучит наиболее интересную часть. Это будет автоматизация, это будут технологии, это будут какие-то нереальные вещи из серии распознавания картинок. Просто нереально что-то. Итак, начнем с начала. Вначале, на самом деле, не было ничего. Вначале был только интернет-магазин, который и в 2017 или в 2016 году мы начали с того, что мы поняли, что у нас есть много конкурентов. Это был New Balance, в первую очередь. Дальше подключился Timberland. Ну, в первую очередь, сейчас New Balance. Было много конкурентов, которые использовали в том числе доменные имена типа New Balance 123, New Balance 574, newbalance.com.ru и так далее. То есть это люди, которые реализуют контрафактный или не имеющий легального происхождения товар и являющийся нашими конкурентами. На что это влияет? В первую очередь это влияет на упущенную выгоду. Мы тогда не могли посчитать, какая именно сумма. Это репутационные риски, это увеличение стоимости контекстной рекламы. Почему? Потому что, допустим, если все участники рынка размещаются на платформе Яндекс, то цена размещения взлетает. Если кто-то закрывается, кто-то уходит с рынка, то цена размещения для каждого из них падает. Таким образом, закрывая интернет-магазины серых импортеров или черных импортеров, условно говоря, мы уменьшаем стоимость контекстной рекламой. Против этих выгод, против них были расходы на подрядчика. В конце скажу, удалось ли нам достигнуть баланса, удалось ли нам сэкономить. Надо сказать, что если говорить об упущенной выгоде, мы сейчас будем говорить об упущенной выгоде и о расходах на рекламу, то ее можно посчитать только теоретически. Почему? Потому что проконтролировать человека, который приобретает товар в интернете, практически невозможно. То есть в основном люди приобретают товар, как выяснилось, исходя из цены. Мы поняли это только в процессе работы. То есть они не ориентируются на бренд. Есть те, которые ориентируются на бренд, это наши клиенты. Это клиенты Ламоды, это клиенты Wildberries, это клиенты интернет-магазинов. В основном же люди не ориентируются на бренд, они ориентируются на цену. Допустим, кроссовки за 5000 рублей. И там, где дешевле, они покупают. Ну, люди в основном либо не задумываются о том, что кроссовки за 5000 рублей или за 2000 рублей хуже, чем кроссовки за 10 тысяч, и они не получают те гарантии, которые могли бы получить. Либо задумываются, им все равно. И надо сказать, что те, кто реализует контрафакт, они говорят о том, что
они реализуют либо реплики, неотличимые от оригинального, либо товар, который такой же, но чуть другой, потому что он произведен там 5-й сменой, 7-й сменой или ночью, неважно где, ну, на тех же фабриках. На самом деле это не так, и на самом деле качество отличается очень сильно. Поэтому из всего количества пользователей, приобретающих контрафакт в интернете, только примерно 20% это наши клиенты. То есть если все контрафактные сайты закрываются, только примерно 20% распределяются между оригинальными сайтами. И только какая-то часть из них поступает на платформу newbalance.ru, потому что все распределяются между теми же интернет-магазинами: Озон, Ламода, Wildberries. Ну, мы теоретически посчитали выгоду, это 200-400 тысяч рублей в день, вернее, в месяц, с НДС, с одного сайта, который реализует примерно 5 пар в день. Это, на самом деле, довольно крупный сайт, ну, из первой десятки. Ну, не в начале, конечно, но в конце, 9-й или 10-й сайт. Учитывая, что все домены меняются, и время от времени они меняются. Что было в начале? Повторюсь, в начале не было ничего. Мы не знали, как работать. Мы провели тендер, выбрали одного из самых дешевых, но достаточно продвинутых игроков. Надеюсь, это было наше не единственное достоинство. Но основное, как мы все знаем. Речь идет про деньги. Если мы говорим, то мы говорим про деньги. И сейчас Юрий Вапилов расскажет, как именно они работали, как они дошли, про весь технический процесс. Юрий? Илья, спасибо. Коллеги, приветствую. Да, как сказал Илья, на самом деле рынок контрафакта огромный. По разным оценкам его оборот составляет порядка 40% от общего рынка в случае спортивной одежды и обуви. Естественно, если вы крупный производитель, ожидать, что контрафакт приходится всегда, он никуда не денется, вам что-то с этим придется делать. Всегда возникает один, наверное, последний вопрос. Что делать и сколько на это разумно тратить денег, чтобы вся эта работа оставалась экономически целесообразной для дистрибьютора. 4 года назад, когда мы познакомились с Ильей и его командой, нам поставили интересную задачу. Надо было побороть контрафакт в интернете по бренду New Balance. Контрафакта в интернете на тот момент было очень много. К тому моменту мы уже несколько лет занимались защитой бренда в интернете, и у нас была платформа, которая позволяла искать упоминания бренда в контексте продаж на сайтах, в социальных сетях, на маркетплейсах, и, в принципе, платформа с этим справлялась достаточно хорошо. При этом этого было совершенно недостаточно. Почему? Потому что весь процесс борьбы с контрафактом можно разделить, наверное, на 3 категории, на 3 стадии. Первое. Это нужно найти, определить, какая продукция является контрафактной, какая нет. Подтвердить, что действительно продукция была контрафактная. И третье, принять какие-то меры, которые позволят заблокировать эти объявления в интернете, в социальных сетях, на сайтах, в маркетплейсах и так далее. Собственно, нам пришлось развивать нашу платформу по всем этим 3 направлениям. В поиске, в доказательной базе и в блокировании этих нарушений. Начнем мы с поиска. Что такое вообще найти контрафакт? Здесь нам эти 4 года назад надо было сделать 2 шага назад и разобраться с тем, что такое контрафакт и как эксперт отличает оригинал от контрафакта. Почему это важно? Потому что если вы работаете с, например, рынком люксовых товаров, то контрафактная природа товара, в принципе, достаточно очевидна. Вы смотрите по стоимости, отличается в 10 раз, отлично. Оригинальный товар не может быть по такой стоимости. В случае спортивной одежды и обуви ситуация немного другая. Стоимость оригинала и контрафакта становится вполне сопоставима. И у вас может быть контрафактная продукция и оригинальная совпадать и лежать примерно в одной для пользователя ценовой категории. Что необходимо было сделать? Первое, естественно, когда мы спарсили все упоминания New Balance в контексте продаж из разных источников, сайтов, социальных сетей, маркетплейсов, необходимо было отделить каким-то образом автоматически оригиналы от контрафакта. Первая мысль, которая здесь приходит на ум, действительно, что дешевый New Balance — это равно контрафактный New Balance. Поэтому мы начали строить алгоритмы, который бы позволял нам из неструктурированного текста выделять стоимость товара. К чему это привело? Как мы вообще строили этот процесс? Поскольку мы понимали, что мы далеко не единственные, кто пробовал извлекать цену из объявлений о продаже товаров, пошли пути использования регулярных выражений и
пытались определять, где же внутри объявления есть стоимость товара. К чему это привело? Мы быстро обнаружили, что внутри объявления, как правило, содержится несколько цифр, составляющих стоимости. Это может быть стоимость доставки, это может быть стоимость товара, это может быть цена изначальная РРЦ этой продукции. И без дополнительного контентного анализа семантического невозможно определить, какая цифра относится к чему. К чему это приводило? К тому, что у нас появлялось в объявлении порядка 3, 5, иногда 20 разных цифр от 1 рубля до 30 тысяч рублей, и мы их не могли отнести к стоимости, к доставке. Иногда даже там предлагались тряпочки, которыми можно было протирать и коробки от продукции. Таким образом, мы перешли к тому, что необходимо было воспользоваться вторым методом. Нам пришлось обучать модуль, основанный на технологии машинного обучения. И мы разделили объявления, которые точно содержали цены. Мы разметили связи внутри этих объявлений. И уже модуль, основанный на ML, позволял нам отличать стоимость доставки внутри объявления от стоимости, например, товара. Это позволило нам достаточно надежно отделить дешевый New Balance от дорогого New Balance. Но здесь нас ждал еще один сюрприз, потому что оказалось, что даже если мы вводим какие-то критерии, что мы берем в работу только товары определенные, дешевле определенной стоимости, все равно внутри каждой из этих двух категорий больше стоимости и меньше стоимости будет содержаться контрафактный товар. Почему? New Balance за 3000 рублей может быть как оригинальной продукцией, если это, к примеру, бейсболка, футболка, либо это бэушная продукция, которая продается на одном из маркетплейсов. А также это может быть контрафактным товаром, если это, например, новые кроссовки, которые вы покупаете в социальной сети. Но интереснее оказалось то, что среди дорогих товаров практически не всегда товары были оригинальные. Потому что существуют различные модели, одни из которых стоят, например, 20 тысяч рублей, другие из них стоят 10 тысяч рублей. И отличие по цене в 2 раза еще не говорит о том, что вы попадаете в категорию, например, до 5 тысяч рублей. Поэтому нужно определять только стоимость внутри объявлений было недостаточно. Нам пришлось определять категории и модели. Здесь мы пошли по тому же пути, понимая, что есть 2 подхода, основанных на регулярных выражениях и на стоимости. Мы сразу их объединяли. Почему это важно? Ни один из применяемых модулей не основан на машинном обучении, не основан на регулярных выражениях, к сожалению, не дает нам стопроцентной точности. Но это является очень важным критерием при выборе алгоритмов, которые вы используете при борьбе с контрафактом. Почему? Каждый раз, это вот будет следующая уже стадия, каждый раз, когда вы находите объявление о контрафакте, вы его в последующем планируете блокировать. Это означает, что ошибка даже в 2-3% на масштабе сотен и тысяч объявлений приводит вас сразу к десяткам тысяч ошибок и ошибочных блокировок. Это неизбежно приведет, скажем так, к недобросовестному поведению на рынке. Этого допускать нельзя. Поэтому единственным правильным, наверное, способом здесь является объединение различных подходов и за счет этого увеличение точности. Сейчас на слайде вы видите набор критериев, которые используются для определения, что такое контрафакт. Чтобы определить контрафакт, вам нужно узнать название бренда, вам нужно знать категорию, это кроссовок, это футболка, это бейсболка, вам нужно определить стоимость. По стоимости важно еще уметь определять не только цифру, но и валюту. К примеру, когда вы извлекаете из международных платформ, например, социальных сетей, объявления, содержащие упоминание рублей, это могут быть российские рубли, это могут быть белорусские рубли. С интересом мы обнаружили, что значок доллара, ну, мы знали, что доллары бывают австралийские, доллары бывают американские. Интересно было то, что значок доллара используется для бразильского реала. Вот здесь наша система дала сбой в очередной раз. Ну и дополнительный модуль, который пришлось разрабатывать, это извлечение информации о том, действительно ли продукция является новой или бывшей в употреблении. Таким образом, суммарно удалось найти порядка 3000 сайтов, которые точно торговали контрафактом, порядка 1 миллиона объявлений в социальных сетях и более 3 миллионов объявлений на маркетплейсах. Это достаточно большое количество. Но вопрос поиска, можно сказать, закрыт. Остается вопрос, что теперь с этим делать? Как вообще блокируются объявления в интернете? На самом деле никакой волшебной пилюли нету, нет никакой волшебной технологии, которая позволяет вам одновременно заблокировать все подряд. Есть необходимость каждый раз контактировать с нарушителем точечно. Если это
сайты, то начинаете вы с администраторов. Те, кто из вас, наверное, пробовал связаться хотя бы с 50 сайтами за день, знают, какая это головная боль. Вам нужно определить администратора, найти его контакты, убедиться, что эти контакты валидные. Вам нужно узнать, кто хостинг-провайдер этого сайта, какой регистратор, найти контактные данные этих ребят. Автоматизируя процесс отправки уведомлений нарушителям, мы столкнулись с тем, что на самом деле отправлять уведомления бумагой по почте гораздо более легко автоматизируемые, ну, в смысле не технологии, а в смысле процессов задача. Вы печатаете набор документов, относите их на почту, и все. После этого считаем, что все отправлено, все доставлено. В случае интернета история совсем другая. Здесь нужно каждый из этих процессов отлаживать и за ним наблюдать. Плюс, помимо того, что у вас 3000 сайтов, миллионы в социальных сетях объявлений, и это каждый отдельный нарушитель, продавцы на маркетплейсах, у вас есть еще реклама, у вас есть социальные сети, у вас есть поисковики. И с всеми с ними нужно вести коммуникацию. Собственно, под это все нами была разработана своя система, которая позволяет эту коммуникацию начать. Но самое интересное нас ждало еще впереди, потому что одно дело составить шаблонные уведомления, отправить их 3000 нарушителей, хостингам, регистраторам. И совсем другая задача возникает тогда, когда все эти друзья вам начинают отвечать, причем зачастую одновременно. И игнорировать вы ответы такие не можете. Почему? Потому что среди этих ответов могут быть вполне себе хорошие юридические возражения на ваши претензии. Вам могут предоставлять документы, подтверждающие легальность происхождения продукции. Вам могут говорить, что владелец сайта посоветовался с его дизайнером и считает, что нарушений прав нету. То есть отвечать могут совершенно по-разному. Мой личный любимый ответ, самый креативный из всех, это New Balance — это буквы латинского алфавита. Вы не имеете права мне запретить использовать буквы. Соответственно, на каждый из этих возражений нужно ответить. Первое, что мы сделали, мы, естественно, обратились к нашей команде юристов, которые стали для каждого нового ответа готовить свой шаблон. Эти шаблоны мы заносили в специальный раздел системы и позволяли уже ребятам из юридического отдела не писать каждый раз заново ответ на стандартное возражение, а выбирать из шаблонов. Достаточно быстро это разнообразие возражений закончилось. В итоге у нас получилось порядка 87 разных шаблонов ответов на возражения самых разных типов. При этом 87-й появился ровно тогда, когда мы узнали информацию про New Balance на буквы латинского алфавита. Естественным решением было попробовать, когда мы поняли, что 2 года мы живем без создания новых шаблонов, уведомлений, было попробовать применить машинное обучение для того, чтобы подбирать правильные шаблоны автоматически. Ну, казалось бы, не так много шаблонов, достаточно стандартный входящий поток, и можно это дело автоматизировать. Сэкономило бы нам работу примерно 10-12 человек в офисе. Мы попробовали разметить входящие нарушения, мы попробовали разметить ответы и обкатали технологию. Качество подбора этих шаблонов составляло порядка 90%. И этих процентов, к сожалению, недостаточно для того, чтобы можно было отпустить систему работать самостоятельно. Мы тут же начали получать, скажем так, жалобы на то, что мы ведем не вполне вменяемую коммуникацию. Буквально в течение первого дня после запуска мы решили эту историю свернуть, и сейчас используем этот алгоритм для подбора максимально подходящего шаблона. Но при этом аналитики имеют возможность скорректировать выданный шаблон. Таким образом, на моменте поиска и момент пресечения нарушений нами было найдено и заблокировано порядка 3000 сайтов, торгующих контрафактом, было порядка 300 тысяч постов в соцсетях, которые торгуют контрафактом. Среднее количество итераций, которые мы с использованием нашего бота совершали с нарушителями, было основано на 87 шаблонах и составляло примерно 7 итераций коммуникаций. Но при всем при этом, даже автоматизировав всю эту историю, мы уперлись в одно ограничение, которое было связано с тем, что часть сайтов, возражая нам, присылали документы о том, что они, например, купили 10 пар оригинальной продукции и продолжают торговать. Но, понимая по цене, понимая по ассортименту сайта, по другим каким-то критериям, мы понимали, что этот продавец не может торговать оригинальной продукцией, ну или, скорее всего, торгует по большей части контрафактной продукцией, так скажем, миксует товар. Для этого нам нужно было проверить, чем на самом деле
нарушитель торгует. Никак иначе, кроме как сделать заказ и посмотреть, сфотографировать товар и провести экспертизу, этого сделать невозможно. И мы столкнулись с очень, на самом деле, интересной задачей автоматизации контрольных закупок. При этом не размещение автоматизированных заказов в интернете, а именно заказ курьеру с последующей доставкой. Все мы с вами часто заказываем товары в онлайне, особенно после того, как перешли на удаленку. Все мы знаем, что необходимо разместить заказ, подтвердить заказ, согласовать доставку с курьером, объяснить ему, как пройти, обойти дом и так далее. Это все кажется в случае одной закупки не очень сложной задачей. Если вы начинаете координировать 20, 30, 50 закупок в день, это все превращается в кашу. Это была первая часть, и нужно было создать платформу, которая бы позволяла координировать все такое управление всем процессом, чтобы мы четко знали, какой курьер с какого номера телефона перезвонил, в какое время, на какую станцию он приедет. Но еще проблемой, которая возникла после того, как мы автоматизировали, оказалось то, что наших сотрудников стали узнавать в лицо. Телефонные номера, с которых мы совершали заказы, начали попадать в черные списки и перестали принимать заказы. Так мы перешли к созданию биржи тайных покупателей. Это была специальная платформа с удаленным доступом, где мы создавали заказы для частных тайных покупателей, и они могли совершать тестовые закупки, фотографировать и загружать это все к нам в систему. Так мы, сидя в офисе в Москве, получали информацию о магазинах, торгующих по всей стране. Получали фотографии, качество которых было достаточно для того, чтобы принимать решение относительно того, оригинальный это товар или нет. Получать дополнительную информацию о продавце, стоимости и так далее. Таким образом, мы, начав 4 года назад, развивали платформу в 3 направлениях: в поиске, в сборе доказательств нарушений и в блокировании этих нарушений. И здесь возвращаемся к, наверное, самому важному вопросу. Поскольку контрафакт всегда был, контрафакт всегда будет, нарушения сайты в интернете создаются достаточно оперативно, это делать просто. Возникает вопрос: принесла ли вся наша эта автоматизация и борьба с контрафактом хоть какую-то экономическую выгоду? Был ли этот проект экономически обоснован? И мечтаю услышать ответ от Ильи на этот вопрос. Илья, Спасибо, прошу. Юрий. На самом деле, да, действительно, это основной вопрос, поскольку, как я уже говорил, о чем бы мы ни говорили, мы говорим, в первую очередь, о деньгах. И в данном случае обычно говорится либо об абстрактных цифрах, либо об относительных цифрах. Абстрактные цифры — это, к примеру, количество обуви, которое было изъято, количество пар. Его можно умножить на среднее количество, на среднюю стоимость пары в рублях, и тогда получишь некую стоимость изъятого. Влияет ли это на продажи? Непонятно. Почему? Потому что, как я уже говорил, трафик людей не прослеживается. То есть меня, как человека, очень тяжело отследить. Если мой любимый контрафактный сайт закрылся, пойду ли я на newbalance.ru или просто перейду на no-name продукт. Абстрактные цифры — это, допустим, количество сайтов, которые с доменами New Balance или похожими на них, которые создаются ежемесячно. Их количество уменьшается. То есть абстрактные цифры работают в пользу этого проекта. То есть предполагается, что если у человека блокируется newbalance.1, он создает newbalance.2, его тоже блокирует, newbalance.3 блокирует, то дальше он уже переходит на другой товар или уходит, в принципе, с рынка, занимается другими вещами. Особенно это актуально для людей, которые ходят в монобрендовые интернет-магазины. То есть это New Balance, это Nike, это Reebok, это Adidas. Им легко переключиться. Те, кто занимается монобрендовым магазином, только New Balance или только Timberland, им тяжелее. Но тем не менее они тоже постепенно выдавливаются. Перед нами график, который показывает количество создаваемых доменных имен с товарным знаком New Balance в нем. Всплески зависят от сезонности, но в принципе есть результат. Однако это не главное. Главное и для меня, и для акционеров компании Джамилька было отношение расходов к доходам. Как я уже говорил, упущенная выгода, теоретически ее можно посчитать, есть математическая модель. Насколько она реальна? Скорее всего, она нереальна. Что было реально, так это выгода по
от размещения контекстной рекламы. То есть контекстная реклама стала дешевле, и таким образом мы здесь прослеживаем влияние бренд-монитор. И более того, что было реально, так это увеличение трафика. За 2019 год у нас было 79% прироста трафика от контекстной рекламы. Количество размещенных заказов также увеличилось. Надо сказать, что львиная доля — это заслуга нашего уважаемого e-com отдела. Скидки, маркетинговые акции, расширение клиентской базы. Но в любом случае 15% по оценке того же нашего e-com отдела приходится на бренд-монитор. Если бы это было бы, то есть если 79% брать за 100, 15% идет на бренд-монитор. Если будет 50% в этом году или меньше, 15% уходит на бренд-монитор. В любом случае вопрос такой: удалось ли нам побороть контрафакт? Нет, не удалось. И, наверное, это не случится, потому что это всегда работа в процессе. Если прибыль, да, есть, учитывая, что сейчас мы снижаем расходы на, допустим, офлайновую защиту, на рейды, но на онлайновую защиту, видя положительную динамику, она остается. Мы расходы оставляем. Это, я считаю, основной результат.